Приветствую всех на моем канале. Спасибо, что заглянули. Не забудьте нажать кнопочку подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А также нажмите колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Всем добрый день! В данном видео я расскажу, как связать одежду для куклы. Вот такую одежду. Это трусы для куклы, юбочка в складку, лиф и при желании вот это соединение в сарафан можно оставить отдельно, просто как юбку и лиф, и трусы, либо сделать сарафан. Сзади вот так у меня просто завязки соединяются. Если вы хотите связать такую куклу, то видео мастер-класс по телу такой куклы можно найти на моем сайте smallydolls.ru. Ссылочку вы сейчас видите в углу экрана. Такую одежду можно связать и для любой другой куклы, просто корректируя количество петелек и увеличивая либо уменьшая размер одежды. И начнем с трусиков. Трусики вяжутся очень легко. Просто наберите воздушные петельки и примерьте цепочку вот в это место, где будут располагаться трусы. У меня получилось 46 воздушных петелек. Я вязала из ириса гаммы на эту куклу. Далее соедините цепочку в кольцо при помощи соединительного столбика и через петлю подъема свяжите 46 столбиков без накида, 2 ряда. Далее вывязываем вот эту часть, которая пойдет между ножек и соединится с задней частью. Через воздушную петельку набираем 10 столбиков без накида. И далее вы видите схему, по которой нужно вязать поворотными рядами. В каждом ряду делаете петлю подъема, постепенно уменьшая по схеме эту часть трусов. Между ножек будет несколько рядов по 2 столбика без накида. И далее довязываете вот эту часть. Здесь, соответственно, идет на расширение. Прибавочки будут в каждом ряду или через ряд, там как удобно. У меня через ряд. И когда вы примерите трусы и поймете, что вам достаточно вот этих рядов на расширение, что можно уже соединять, здесь я сшиваю, просто нахожу центр задней части, так чтобы симметрично было передней части. И сшиваю, я сшиваю крючком, можно иголкой сшить просто эту связанную часть с начальной частью из этой полоски. Действуйте по схеме, либо корректируйте количество рядов и количество убавок спереди и прибавок сзади в зависимости от куклы и пряжи, которую вы используете. Далее я просто обвязываю столбиками без накида по краям. По желанию можно сверху тоже обвязать. Все время примеряйте в процессе вязания трусы на куклу, чтобы они одновременно держались и снимались. Они у меня снимаются. Как я вяжу юбку? По сути, это такая полоска, связанная поворотными рядами из столбиков с накидом, только за заднюю стенку петель предыдущего ряда. Вот и все. Вот здесь у меня начало этой полоски связаны, здесь конец. Я набираю столько воздушных петелек, сколько мне нужно, чтобы была длина юбки. У меня это 23 петельки. Ориентируйтесь на свою куклу. Здесь еще учтите, что будет обвязка сверху и снизу немножко. Я набрала 23 воздушных петельки. И с третьей петли от крючка я провязала в каждую петлю цепочки столбик с накидом. Дальше через 3 воздушные петли подъема я провязываю только за задние стенки в каждую петлю предыдущего ряда столбик с накидом. И так далее. Снова 3 петли подъема и только за задние стенки. Таким образом получится такая вот складочка. Если вязать только за переднюю, например, стенку или за обе стенки, такая складочка не получится. Нужно менять все время стенки. Когда вы поворачиваете, поворотный ряд вяжете, стенка у вас меняется. Таким образом будет то передняя, то задняя, то передняя, то задняя. Но так как вы поворачиваете, то вязать нужно только за заднюю стенку. После того, как связано будет необходимое количество этих рядов, ориентируйтесь примерно, чтобы был запах рядов
4, 5. Вот так запах сзади. Здесь вот я закончила вязание ряда здесь. И я просто отступаю немножко места для запаха и начинаю вязать по краю вот этой связанной полоски. Просто столбики без накида я обвязываю полностью одну сторону. И дальше я еще делаю ряд из полустолбиков с накидом. И еще делаю потом ряд столбиков без накида уже другой нитью контрастной. Ну, тут по желанию можно обвязать как угодно, сколько угодно рядов, как угодно меняют цвета и с разными столбиками по желанию. С этой стороны тоже можно сделать обвязку, какую хотите. Можно сделать более пышную, например, обвязку сделать. У меня здесь столбик без накида и воздушная петля в каждую петлю вот эту боковую с другой стороны полоски. Такую обвязку я делаю вот здесь в конце просто столбиками, если я хочу соединить потом с лифом в сарафан. Если же это просто у меня юбочка, можно сделать тоже более красивую обвязку, например, столбик воздушная петля или там соединительный столбик воздушная петля, чтобы более красивый край был. И далее я вяжу вот эту часть соединения с лифом. Я нахожу, в зависимости от того, где у вас складка, я нахожу середину передней части юбки и отсчитываю в эту сторону 7 столбиков, делаю 3 воздушных петельки и столбиками с накидом провязываю 15 штук. Дальше также через петли подъема, 3 петельки подъема, поворотные ряды. Здесь я делаю 2 убавки по бокам, вот здесь убавка и здесь убавка. И количество столбиков будет 13. Следующий ряд опять поворотный через 3 петли подъема, точно так же я делаю убавки по бокам, уже получится 11. И еще один ряд аналогично, через 3 петли подъема я делаю уже 9 всего будет столбиков с накидом, 2 убавки по бокам. Дальше я ряд провязываю просто 9 столбиков с накидом. И 2 ряда я наоборот увеличиваю по бокам. Вот здесь у меня прибавка, здесь прибавка, будет 11 столбиков. Также через петли подъема. И еще один ряд через петли подъема, поворотный ряд, тоже прибавки по бокам. Итого у меня 13 столбиков без накида. Далее я вяжу отдельно лиф. Это узор тунисского вязания, но я использую просто обычный крючок. Мне тут достаточно длины обычного крючка, не нужен тунисский. Просто мне нравится, какой получается узор. Сейчас поближе покажу. Просто необычно выглядит такой лиф. Вяжется нетрудно. Сейчас я покажу, как я вяжу такой лиф. Для вязания лифа я использую пряжу чуть более толстую, чем ирис гамма или другой любой ирис обычный, который мы вяжем одежду. Использую я и крючок чуть потолще, то есть если здесь я использую 1 мм, здесь где-то 1,2 или 1,3. Это тоже хлопок стопроцентный, но только пряжа чуть потолще. И за счет этого получается вот этот узор более ребристый такой. Если вязать тонким, то он почти сглаживается. Поэтому выбирайте для своей куклы пряжу, которая подойдет. Также можно корректировать количество изначальных петелек. У меня будет 11. Если окажется, например, мал этот лиф, то нужно увеличить просто количество петелек и вязать по аналогии, пока не получите размер такой, который вам нужен для куклы. То есть тут все индивидуально, просто подбирайте по размеру. Для вязания лифа я набрала 11 воздушных петелек. И теперь, начиная со второй петли от крючка, я начинаю вязать этот тунисский узор для лифа. Во вторую петлю от крючка я провязываю столбик без накида, воздушную петлю. И теперь мне нужно связать в боковую стеночку только что связанного столбика. Вот ее хорошо видно, вот она. Подцепляю ее и захватываю нить. Теперь у меня 2 петли на крючке. Дальше я подцепляю следующую
петлю цепочки начальной и тоже вывожу нить. Теперь у меня 3 петли на крючке. Снова захватываю нить и провязываю 2 нити из 3. Снова захватываю нить и провязываю оставшиеся 2 нити. Теперь снова делаю воздушную петлю. И также буду вязать в боковые стенки только что связанных столбиков. Вот у меня первая боковая стеночка. Захватываю нить. Вторая боковая стеночка. Захватываю нить. И захватываю еще одну петельку начальной цепочки и вывожу нить. Теперь у меня 4 петли на крючке. Я захватываю нить и провязываю 2. Затем я захватываю нить, провязываю еще 2, захватываю нить и провязываю еще 2. Делаю воздушную петлю. Это уже получается 3 ряда. Первый ряд просто столбик без накида, второй ряд уже мы 2 раза провязывали, третий ряд уже 3 раза. Теперь аналогично следующий ряд я буду захватывать одну стенку, вторую стенку, третью стенку. Каждый раз выводить нить и захватываю одну следующую петельку, тоже вывожу нить. Таким образом, с каждым рядом у меня количество нитей на крючке будет увеличиваться на 1. Таким образом, я провяжу 10 рядов, пока не дойду до конечной петельки. То есть в последнем ряду у меня на крючке будет 10 нитей, и я 10 раз вот так провяжу, и получится у меня треугольник. Я сейчас довяжу до конца эти ряды и покажу, как дальше. Получается вот такая вот деталь почти треугольной формы. И теперь мы точно так же, как в предыдущих рядах, за вот эти боковые стеночки, но теперь только вяжем просто столбик без накида за каждую вот эту стеночку. И придем мы вот в начальную петлю цепочки вот сюда. Теперь осталось только закруглить деталь, чтобы она была формой лифа. Я делю примерно визуально на 3 части. Вот здесь и в крайне в 3 места я ввожу крючок и захватываю нить. 1, 2 и в крайнюю петельку первую. 3. Подтягиваю все ниточки, чтобы они были натянутые. Захватываю нить и провязываю сразу через все 4 нити на крючке. И здесь еще провязываю воздушную петельку. Все у меня закрепилось, и у меня, видите, свернулось в такой вот формы лифа. Это будет примерно вот так располагаться. Видите, у меня получилось по размеру меньше, потому что я вязала ирисом гаммы. Но суть, я надеюсь, понятна. Просто подбирайте по размеру для вашей куклы. Далее я вяжу вторую такую же деталь, и она уже будет вывернута в другую сторону, чтобы она была симметричной деталью для первой, и будет уже располагаться вот так вот. Здесь, соответственно, я просто сшиваю крючком или ниткой, я делаю крючком. Можно вот как здесь у меня сверху, видите, сшито, а снизу я пришиваю равномерно, симметрично вот эту вот связку. Пришиваю к низу, либо можно, например, соединить вот здесь вот снизу, здесь сверху не делать. Тут уже смотрите, как вам кажется красивее. Далее я присоединяюсь сбоку, вот здесь вот просто нитку, и провязываю воздушные петельки, цепочку такой длины, чтобы у меня сзади соединились они 2. И, соответственно, здесь тоже я соединяю и завязываю бантик. По желанию можно здесь сделать завязки. Например, вместо вот этих сделать сверху через шею. По идее, тоже будет держаться. Ну, может быть, не так
хорошо, можно сделать и те, и другие, например, завязки. Вот. Обвязывать по желанию можно. На некоторых куколках я обвязывала какой-нибудь блестящей ниточкой, вот так вот, чтобы создать эффект. Или, например, контрастный. Или, например, как цвета юбки. Если вы двухцветную, как я, делаете, будет уместно просто обвязать таким же цветом, как и юбка, либо каким-то другим цветом, это уже по желанию. На этом я видео заканчиваю. До новых встреч!